Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как можно связать вот такую юбку поперечным вязанием. То есть я ее вязала вот таким образом. Расскажу, за счет чего образуются вот эти полосы. Вязала я спицами. Значит, это клин. Здесь он поуже, здесь пошире. Вот такой край получается. Значит, я расскажу, как можно украсить, если вязать на ребенка. Расскажу, как прикитлевывала резинку. Резинка двойная. Там сделано отверстие, в которую продернута фабричная резинка широкая. Расскажу, за счет чего получаются вот такие полосы рельефные. И расскажу, как после вязания обработать данное изделие, чтобы оно не вытянулось. Но сразу хочу предупредить. Вы свяжите образец. Может, кому-то не понравится это. Может, кто-то свое внесет. Может, кто-то захочет пошире вот эти места сделать или эти места пошире. Вот можно, допустим, в серо-черной гамме связать. То есть какую-то полоску сделать одним цветом, какую-то полоску другим цветом. Ну, опять предупреждаю, свяжите образец и посмотрите, что у вас получится. Значит, эту юбку можно вязать двухцветную, то есть одну часть вязать, допустим, черным цветом, а эту часть серым. Вот так. Или наоборот. Эту часть вязать серым, а эту черным. Что еще можно сделать? Продается тесьма красивая, разной ширины. Вот если у вас она будет узкая, если вы надумаете, вот эту часть переднюю не вязать, а взять фабричную тесьму, вот так, сделать пояс, то есть по внешней стороне, а внутреннюю связать, эту часть вяжем вот таким образом. Так, еще что можно сделать? Можно, допустим, вот в этих местах пришить мононитью цветы из тесьмы. Вот из тесьмы вырезаете. Ну, если у вас тут пошире будет это место, вот можно из тесьмы вырезать цветочки. Можно самим связать цветы. Какого цвета? Ну, если это вы на ребенка вяжете. Вот можно либо все белые, либо розовые. Можно разного цвета. Это уже как вы посчитаете нужным. Но я говорю, это если вязать на маленького ребенка. Можно ребенку украсить эту юбку пайетками. Вот есть пайетки разные, вот в форме бабочек разных цветов. Либо, допустим, все желтые, либо все вот другого цвета. Можно разных цветов сделать.
Можно пришить обыкновенные пайетки. Вот есть желтые, зеленые. В общем, здесь фантазировать можно. Естественно, только вот эту часть пошире сделать. На спице 3 миллиметра. Набираем набросовую нить на дополнительную, которую не жалко потом будет выкинуть. Петли удобным для вас методом. Итак, набираем необходимое количество петель на длину юбки без учета резинки. То есть, допустим, вот у вас юбка, и вы должны набрать петли вот от этой части, от талии до подола. Здесь у вас будет резинка. Вы, значит, когда сделаете расчет, обратите внимание, что надо набирать только вот на эту часть. Ну вот, набрала я количество петель на эту длину. И эту нитку отрезаю. И завяжем узелок, чтобы она не распустилась. Так, и теперь будем вязать. Берем пряжу основного цвета, который будем вязать юбку, и вяжем лицевыми петлями причем приготовьте маркер, сейчас мы его будем ставить. Вот у меня так 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. У меня вот это расстояние. Вот сюда я ставлю маркер. И теперь ставлю маркер в то место, где бедро. Вот сюда. У вас будут, конечно, свои расчеты. То есть отсюда у нас пойдет расширение. Вот маркер. Все. Дальше вяжем до конца ряда. До самого низа. Значит, связали первый ряд. Поворачиваемся. И вяжем изнаночными петлями второй ряд. И вяжем мы его в обратном направлении, то есть снизу вверх. Причем вяжем до конца ряда. Довязали мы второй ряд. Поворачиваемся. И вяжем третий ряд. Тоже лицевыми петлями. До конца ряда. То есть вниз вяжем. Связали мы третий ряд. Вяжем четвертый. Вяжем снизу вверх. Без всяких изменений вяжем изнаночный ряд.
И так вяжем до самого верха. Причем обязательно смотрите, чтобы у вас петли не перекручивались, потому что это будет подол. Ни в коем случае не перекручивайте. Должно быть вот ровно косичкой. Ну вот, довязала я 4-й ряд. Значит, снизу вверх. Что я вам хочу показать? Значит, схематично я вам эту часть нарисую так. Мы с вами провязали 1, 2, 3, 4. 4 ряда. Это у нас были спицы 3 миллиметра. Этими спицами. Теперь берем спицы 5-миллиметровые. Берем еще одну нить. И вяжем в 2 нити. Тоже лицевыми петлями. И так вяжем до конца ряда. Закончила я ряд спицами 5 миллиметров. То есть мы провязали сверху вниз. Теперь поворачиваемся. И вяжем снизу вверх. Причем вяжем тоже лицевыми петлями. И так вяжем до конца ряда. Полностью весь ряд. Вязала я ряд до конца. Это у нас 2-й ряд. То есть мы связали с вами снизу вверх. Поворачиваемся. И теперь вяжем сверху вниз. И вяжем опять лицевыми петлями. И так вяжем до конца. То есть от самого начала до конца. Вот закончила я 3-й ряд. И теперь мы с вами вяжем снизу вверх до маркера. Поворачиваемся. И опять вяжем лицевыми петлями.
до маркера. Вот довязала я до маркера, то есть связали мы с вами укороченный ряд. И вот сюда ставим, для тех, кто не знает русский, сокращение, укороченный ряд. Дальше поворачиваемся. Эту петлю снимаем, как бы с накидом. И затягиваем. Получается как бы 2 петли. И теперь от маркера вяжем вниз. Тоже лицевыми петлями. И так вяжем до конца. Значит, повторюсь. Теперь мы вяжем от маркера вниз до конца. Итак, довязала я до конца ряда. Поворачиваемся. И вяжем снизу вверх до самого верха. Вяжем тоже лицевыми петлями. Значит, дойдете до маркера, я вам покажу, как здесь провязать петлю. Вот дошла я до маркера. Так, последняя петля. И вот у нас петля укороченного ряда. Вот так. Под нее заходим и провязываем. Маркер переснимаем. Дальше вяжем до конца ряда. То есть мы с вами связали снизу вверх полный ряд. И этот полный ряд мы отмечаем. Теперь опять поворачиваемся. И вяжем сверху вниз до самого подола. И вяжем тоже лицевыми петлями. До самого низа. До конца ряда. Довязала я этот ряд до конца. То есть сверху вниз. И этот ряд отмечаем. Теперь вязание поворачиваем. И вяжем с вами снизу вверх полностью. И тоже вяжем лицевыми петлями. И так вяжем до самого конца. Довязали ряд до конца. И отмечаем.
И теперь переходим на спицы 3 миллиметра. Значит, вязание поворачиваем. Берем спицы 3 миллиметра. И причем берем только одну нить. И вяжем лицевыми петлями ряд. Вяжем мы сверху вниз полный ряд. Значит, вяжем так до конца ряда. Довязала я ряд сверху вниз спицами 3 миллиметра. Вот один ряд мы с вами поставим, отметим. Почему я снова стала эту схему писать? Потому что они будут разные. Вы увидите, в чем будет разница. Все, теперь мы с вами вяжем снизу вверх. И вяжем изнаночными петлями. Значит, как я говорила, смотрите внимательно, чтобы вот здесь ни в коем случае не перекрутилось, иначе все пойдет на смарку. Ну, может быть, можно будет исправить, но постарайтесь. Значит, изнаночными петлями вяжем снизу вверх. Довязали мы ряд до конца и отмечаем его. Значит, уже провязали 2 ряда. Теперь поворачиваемся и вяжем сверху вниз полный ряд. Значит, вот эти нити перекручивайте. Смотрите, вот этой мы вязали, петля затягивается. Значит, мы перекручиваем с этой. Ее надо вверх тянуть, потому что мы будем еще такой узор вязать. Так, снимаем. И вяжем опять по лицу. Видите, лицевые петли. И так вяжем сверху вниз. Довязала я сверху вниз. И отмечаем еще один ряд. Поворачиваемся. И вяжем снизу вверх. Этот ряд вяжем изнаночными петлями. Ну, то есть вот как первоначально. И так вяжем до конца ряда. Довязала я ряд до конца. И опять отмечаем. Опять поворачиваемся. И вяжем сверху вниз.
Нити перекручиваем. Вяжем лицевыми петлями. И так вяжем до конца ряда. Довязала я до конца ряда. И опять отмечаем. Поворачиваем вязание. И вяжем снизу вверх. Полностью до конца. Вяжем изнаночными петлями. Это у нас 6-й ряд. И так вяжем до самого верха. Полностью весь ряд. Довязала я ряд до конца. И отмечаем его. И дальше мы вяжем спицами номер 5. И потом опять переходим на спицы номер 3. А эту часть мы не вяжем 4 ряда, а не только в самом начале. Значит, вот эту часть мы вяжем только 1 раз. А эти части необходимое количество раз. Вот, поворачиваемся. Опять берем спицы 5 миллиметров. Вот мы нити перекручивали, вторую нить подгоняли. И теперь вяжем в 2 нити. Первую снимаем и вяжем пятерочкой. Точно так же вяжем. Вяжем укороченный ряд. И дальше по схеме. Когда все это провяжете, опять переходите на спицы номер 3. Провяжите 6 рядов. Опять переходите на спицы номер 5. Вяжете вот по этой схеме. И так вы меняете эти спицы. И вяжете только вот эти части. И так вы должны вязать по всей талии. По кругу. И вот такой узор в итоге у вас получится. Вот в начале у меня мало рядов, 4 ряда только. А дальше у меня пошли чередоваться узоры спицами 5 миллиметров и 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. И вот смотрите, что получается. Вот. Значит, за счет 5-миллиметровки получается вот такой эффект подола. Вот довязала я спицами номер 5. Последний ряд.
поворачиваюсь. И спицами номер 3 в одну нитку вяжу последние 2 ряда. Вот здесь у нас не хватало 2 ряда. И так вяжем сверху вниз до конца. До конца ряда. Довязала до конца. Один ряд. И теперь вяжем снизу вверх. Вязание поворачиваем. И вяжем изнаночными петлями. Вяжем снизу вверх до конца ряда. Довязала я ряд до конца, до самого верха. Спицами 3 миллиметра. Теперь поворачиваемся. Берем опять дополнительную нить. И провязываем этот ряд сверху вниз дополнительной нитью. Итак, вяжем до конца ряда. Для удобства вы можете еще один ряд провязать, повернуться и этой же нитью провязать еще ряд. То есть снизу вверх провяжем. Довязала я ряд до конца. И опять же для удобства петли закроем. Закрывайте удобным для вас методом. Здесь на дополнительной нити это не важно. И так закрываем их до конца ряда. Ну вот, закрыла я все петли. И эту нитку можно отрезать. Так, дальше. Берем иголку. Не сшивайте вы крючком. Потому что если вы будете сшивать изделие крючком,
у вас край не будет эластичный, он будет стягивать. Забудьте вы про крючок. Не поленитесь. Возьмите иголку. И будет у вас аккуратный шов. Берем одну нитку из двух и отрежьте ее примерно раза в 2-3 длиннее, нежели у вас край. Вот, и отрезайте. Только одну нитку отрезайте. Вторая остается. Заправляем нитку в иглу. И будем с вами сшивать трикотажным швом вот за эти перемычки. С одной стороны и с другой. Складываем наше вязание изнаночной стороной к себе. Вот у нас первая перемычка. Вот так в нее заходим. Теперь во вторую и в первую петлю. Дальше в следующую сверху и в эту же, откуда вышла нить. Теперь снизу и в ту, откуда нить вышла. Теперь сверху и откуда вышла нить. И так сшиваете до конца ряда. Ну и вот такой шов у нас на изнанке получается. Значит, теперь эту нитку нужно отрезать. Вот здесь зацепилась. Все, нитку одну вытащили. Теперь вторую вытаскиваем.
И у нас здесь получилась ширина точно такая же, как и здесь, потому что мы добавили 2 ряда. Теперь берем спицы меньшего номера. Вот я взяла 2,5 миллиметра. Теперь берем дополнительную нить, укладываем по краю, берем нить основного цвета. Так. И вот на ряд ниже, вот сюда, вытягиваем петлю. Дальше в следующую петлю, но крючок над дополнительной нитью. В следующую петлю крючок под нитью. В следующую петлю над нитью, над дополнительной. В следующую петлю под дополнительной. Сюда над дополнительной. Так, значит, здесь у нас вот получились вот такие протяжки. Потом мы за них будем цепляться. Теперь переснимаем. На спицу. В принципе, вы должны связать резинку, образец, сделать замер, сколько нужно на талию петель, и потом раскидать по рядам. Так, а вот здесь у меня будет 3, только 1, 2, 3. Вот таким образом. Значит, здесь у меня будет 3 петли, а здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот такой у меня расклад. Вы посчитайте, значит, как я уже сказала, сколько вам петель нужно именно для вашей резинки. И сделайте расчеты. Ну вот, собрала я все петли, и теперь один ряд провяжем изнаночными. Причем вязать будем изнаночными бабушкиным методом. И так вяжем по кругу. Так, довязала я изнаночными петлями один ряд. Следующий ряд буду вязать только лицевыми петлями. И так вяжем по кругу. Довязала я лицевыми петлями ряд. И теперь вяжу резинку. Значит, 1 изнаночная, 1 лицевую снимаю, нить за работой. 1 изнаночная, 1 лицевую снимаю, нить за работой. Изнаночная, лицевую снимаю. Изнаночная, лицевую снимаю.
изнаночную, лицевую снимаю. И так вяжем по кругу. Закончила я ряд, и следующий ряд вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так по кругу. И еще один ряд вяжем точно так же. То есть одну изнаночную, лицевую снимаем. Изнаночная, лицевую снимаем. Вот и так вы вяжете на необходимую высоту резинки. То есть, чтобы у вас, какая у вас будет резинка, чтобы она прошла. Кстати, хочу заметить, резинки сейчас продаются под цвет ниток, однотонные. Так что можно, если вы будете вязать юбку, можно поискать и найти такого же цвета. Все, и дальше вы вяжете на необходимую высоту. Потом я вам покажу обратную сторону. Ну вот, связала я резинку в юбке на высоту резинки. Пересадила на другие спицы такого же номера. Если у вас нет точно таких же спиц, то петли перекиньте на дополнительную нить. Вот, протяните здесь. Дальше. Такими же спицами. Вот у меня 2,5, как вязали здесь. Значит, вот эту нитку обрезаем. И ею начинаем набор. Так, вот у меня петля. Вот из этих петель на изнаночной стороне. Причем набираем тоже изнаночными. Вот из всех этих протяжек набираем изнаночные. Вот, и так набираем все петли. И дальше вяжем точно так же, но до середины. Я буду вам показывать, как делать отверстие, чтобы продернуть резинку. Теперь мы с вами сделаем отверстие для того, чтобы продернуть резинку. Значит, будем отверстие вязать, как отверстие для пуговиц, которое я уже однажды показывала. Значит, нить за работой, петлю снимаем. Нить перебрасываем вперед, петлю снимаем. Нить за работу, петлю снимаем. И чтобы нить не скользила, одну петлю надеваем на другую. Мы нитку зафиксировали и убавили одну петлю. Дальше петлю снимаем и закрываем. Это уже 2, 3, 4,
5, 6. 6 петель закрыли. То есть мы убавили 6 петель. Теперь эту петлю возвращаем на левую спицу и разворачиваемся. И добираем петли вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть мы убавили с вами 6 петель, а прибавили 7. То есть на одну петлю больше. Дальше разворачиваемся. Теперь петлю снимаем с левой. И на нее набрасываем вот таким образом. То есть в любом случае мы опять убавили одну петлю. Было 7, стало 6. И опять продолжаем вязать. Вот у меня по моему образцу идут все петли провязанными. Все, и дальше от этого отверстия вяжете до высоты резинки, той, которую у вас на лицевой стороне. После того, как закончили вязать вторую часть, выравниваем спицы передней и задней части. Значит, провязывайте так, как вам удобно. Я вот одну петлю с одной спицы сняла и на эту надела. Так, и эти две петли провязываю вместе изнаночной. Следующие две петли провязываем лицевой. Сбрасываем. Следующие две петли изнаночной. Так, а эти две лицевой. И так вяжем по кругу. После того, как соединили две стороны резинки, закрываем петли
либо иголкой, либо спицами, кто как привык. А можно закрыть следующим образом. Перед лицевой делаем обратный накид, провязываем лицевую, на нее надеваем накид и предыдущую петлю. Дальше идет изнаночная. Делаем прямой накид, провязываем изнаночной, на нее надеваем накид и петлю предыдущую. Теперь лицевая. Накид обратный, провязываем лицевой, на нее надеваем накид и петлю. Затем изнаночный идет. Прямой накид, провязываем изнаночный, набрасываем накид и набрасываем петлю. Затем лицевая, обратный накид, лицевая, на нее набрасываем накид и петлю. Изнаночный, прямой накид, вяжем изнаночную, на нее накид и петлю. Лицевая, обратный накид, провязываем лицевой, на нее накид и предыдущую петлю. И так закрываем по кругу. После того, как вы посчитаете, что у вас все правильно связано, только потом выдергиваете дополнительную нить. Теперь изделие постирайте в шампуне для волос. Постираете, отожмете, причем, как я уже показывала, не выкручивайте, а именно отожмите. Вот я стирала в шампуне для волос. Значит, гладить нельзя ни в коем случае. Только паром обработайте. Ну вот, вроде и все. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.